Всем привет! Сегодня у нас с вами постный пирожок с яблочной начинкой. И он хоть и постный, кстати, он у нас на дрожжевом тесте, но он ничуть не хуже своих сдобных, пышных праздничных собратьев. Для начала замешиваем дрожжевое постное тесто. Но, в принципе, тесто у меня через раз бывает постным, потому что я очень часто делаю его на воде. А главное в нашем пироге сегодня будет отличие. Это то, что смазывать я его буду не как обычным яйцом, а сладкой водичкой. Все остальное, в принципе, то же самое. Стакан 250 мл теплой воды, пол чайной ложечки соли, 2-3 столовые ложки сахара и чайная ложка с горкой с небольшой сухих дрожжей. Можно даже еще чуть-чуть. В общем, половина пачки, рассчитанной на килограмм муки, либо целую пачку, рассчитанную на полкило муки. Если берете свежие дрожжи, то тогда нужно взять где-то 10-12 грамм. И сюда просеиваем муку. Муки у меня вот здесь 450 грамм. Это 3 стакана полных по 250 миллилитров. Всю сразу я ее не буду использовать. Я ее буду добавлять постепенно. Где-то 2/3 муки отправляем в тесто сразу. Остальное мы будем добавлять во время вымешивания. И замешиваем сначала ложкой или лопаткой. Так, вот оно у меня еще такое мягенькое, значит, я муки еще добавляю. Когда тесто собьется в ком, вот в такой ложкой уже вымешивать неудобно, моем руки. Добавляем 2-3 столовых ложки растительного масла без запаха. И вымешиваем руками. Не бойтесь, тесто не будет жирным или липким. Масла вы в нем и не почувствуете. Вот даже тесто сейчас у меня слегка теплое, потому что водичку я взяла где-то градусов 40-50. Потому что так оно у меня быстрее подойдет. И мне не надо будет его долго ждать. Тем более начинка у меня сырая. Поэтому мне не нужно будет много времени на ее приготовление. Ну вот, муки я больше добавлять не буду. Сейчас я буду вымешивать, но без муки. Получается, у меня ушло где-то 380-400 граммов муки. У кого-то уйдет больше, у кого-то меньше. Плотным тесто не делаем. Оно ни в коем случае не должно быть, как, например, пельменное. Оно должно быть очень мягкое и очень-очень пластичное. Оно будет липнуть к рукам. Вот сейчас уже масло вмесилось, тесто начинает липнуть к рукам. Но муки я добавлять все равно не буду. У кого есть хлебопечка, можете замешивать тесто там. Вот такое липкое и мягкое тесто должно получиться. И вымешиваем его еще пару-тройку минут, чтобы все хорошо у нас размешалось. Достаточно. Мое тесто готово. Вот такое оно липкое. Теперь либо чуть-чуть муки берем, буквально ложечку, либо чуть-чуть маслица, чтобы нам его сформировать в шарик, чтобы оно не было размазано по миске. И посмотрите, под воздействием этой капельки масла тесто отлипло и от мисочки, и от рук. Но плотным оно не стало. Смотрите, оно все равно очень-очень мягкое и податливое, хоть и не липкое. То же самое произошло бы, если бы мы его припорошили чуть мукой, а не маслом. Разницы никакой нет. Подбираем краешки теста внутрь. Делаем его вот такой вот кочечкой ровной. Накрываем миску сверху либо салфеткой, либо крышкой. Я ничем накрывать не буду. Я поставлю тесто в микроволновку. Включу ее на 10 секунд, на 10 или 15.
Тесто после того, как она пропекает, доставать оттуда не буду. Я его там и оставлю. Там внутри влажно, тепло. Там свой микроклимат у теста будет. И даже крышка мне не понадобится для миски. Кто боится использовать микроволновую печь или считает, что микроволны принесут вред дрожжам, можете использовать любой свой метод для быстрого подъема теста. Можете воспользоваться моим способом, если вы доверяете мне, либо своим, если вдруг у вас какие-то сомнения. Только следует помнить, что чем выше температура, тем быстрее подойдет тесто. Тесто в микроволновке стоит уже больше получаса. И смотрите, оно превосходно себя чувствует. Я его включила на 20 секунд сначала и еще минут через 15 еще на 10 секунд. Ничего с дрожжами не случилось, они прекрасно работают. Стакан орехов, орехи, кстати, вообще использовать не обязательно, обжарю на сухой сковороде. Яблочки у меня не очень крупные, я возьму 5 штучек. Если у вас крупные яблоки, хватит и 4. Их нужно вымыть. Яблочки можно тонко почистить, можно и оставить кожуру. Удаляем из яблочек сердцевинку. Режем яблочки небольшими кубиками, примерно сантиметр на сантиметр. Чуть больше, чуть меньше, не страшно. Добавляем к яблокам столовую ложку крахмала, кукурузного или картофельного, неважно. Это для того, чтобы он собрал выделившийся сок и его связал. И 2-3 столовых ложки сахара. Сюда же отправляем орешки. И чайную ложечку корицы. Корица по желанию. Вообще все по желанию. И орехи можно не класть, и корицу можно не класть. Можно взять не яблоки, а груши. Можно взять мороженые яблоки. Полный простор для фантазии. Также можно взять яблоки и варенье, или яблоки и ягоды замороженные. И хорошенечко все перемешиваем. Мисочку, конечно, нужно было взять побольше, чтобы сделать это было удобно. Но ничего, аккуратненько перемешаю. По желанию в начинку или в тесто можно добавить немножко ванилина. Хотя у нас тут и так все ароматное, но капельку можно и добавить. Итак, пока мы занимались начинкой, тесто еще больше поднялось и уже, посмотрите, начало опадать. Наверное, не видно на камеру. Оно было шапочкой. Вот здесь сбоку видно. Вот пузырь. И оно уже начало проваливаться. Все, тесто готово. Прошло час 20. 1 час 20 минут оно у меня стояло. Присыпаем поверхность оставшейся мукой. Кстати, у меня ее осталось 30-50 грамм в среднем. И вываливаем тесто. Смотрите, какое оно пористое, липкое, вязкое. Смотрите, оно у нас не густое. Слегка его обминаем. Сильно месить не надо. Буквально 4-5 раз. Хорошенечко помнем, чтобы выпустить лишний углекислый газ. И разделю пополам для донышка и для верхней части. Верхнюю часть оставляем. Можно обратно ее убрать в микроволновку. Можно оставить на столе. Нижнюю часть скатываем в колобок. Обваливаем его в муке, чтобы он не прилипал. Раскатываем в пласт чуть больше, чем форма. Аккуратненько от центра к краям раскатываем во все стороны. Ничего страшного, если у вас не получается ровный круг или ровный квадрат, прямоугольник. Все это можно обрезать. Вот посмотрите, я раскатала чуть больше, чем форма. Форму смазываем маслом растительным и включаем духовку, чтобы она разогревалась. Накручиваем
пласт на скалку и выкладываем на противень. Поправляем аккуратненько, чтобы тесто свисало с бортиков чуть-чуть. Старайтесь, чтобы оно со всех сторон свисало примерно одинаково. Если у вас так не получилось, то берете ножницы или нож и обрезаете лишнее. Выкладываем начинку, распределяем ее ровным слоем. Начинка уже дала сок, яблоки, вернее, дали сок. Вот, чтобы пирог не был мокрым, для этого мы и добавили крахмал. Бортики кладем на начинку. По возможности стараемся, чтобы везде все это было одинаковой толщины. Так, и теперь осталось сделать крышечку, но у меня будет не просто крышечка. Можно сделать решетку, раскатать тесто, нарезать на одинаковые по толщине, по ширине полоски и выложить их в виде решетки, плетенки. Можно сделать плетенку, решетку с помощью специального резака. Я хочу сегодня сделать всю крышечку из цветочков, листочков, косичек. Раскатываем тесто, которое мы оставили для крышечки. Если, кстати, вы будете делать просто решетку, то оставляйте не половину теста, а где-то 1/3 или даже четверть. Я специально оставила побольше, половину, чтобы у меня хватило на все листочки, цветочки. И раскатываю пласт примерно 3-4 миллиметра толщиной. То есть он должен быть довольно-таки тоненьким, чтобы украшения не были грубыми, не выглядели грубыми. При помощи стакана или формы для печенья или еще чего-нибудь круглого вырезаем заготовки. Это у меня будут листики. Каждую такую заготовку круглую я разрежу пополам. Это будет один листик. И сделаю вот такие надсечки с одной стороны и с другой. Такой листик готов. Тыльной стороной лезвия, то есть не острым концом, а другой стороной, можно сделать вот такие вот рельефы. Главное не прорезать полностью листик. Такой листочек готов. Занимаемся этим не спеша, с удовольствием. Тогда и пирожок получится красивым. И теперь листочки выкладываем вплотную друг к дружке. Ничего страшного, что если останутся дырки, это даже хорошо, потому что будет выходить лишний пар, когда начинка будет кипеть. Вот так. Далее положу 4 листика в центр и следующим шагом раскатаю оставшееся тесто. Из него уже сделаю цветочки. Вырезаю кружочки при помощи обычной молочной пробки, крышечки от молочной бутылки. На цветочки я раскатала чуть-чуть потолще теста, чтобы цветочки были толстенькие. Цветочки сделать еще проще. Разрезаем каждый на 6 лепестков. И уголки этих лепестков внизу между собой склеиваем. Вот такие цветочки получились. Я их тоже размещу, наверное, вот так.
Тесто у меня осталось, так что можно было цветочков еще вырезать, налепить. Можно сделать косичку по краю, разместить ее. Делаем вот такие малюсенькие шарики и размещаем в центр каждого цветочка. Готов пирожок. У меня, кстати, остался небольшой комочек теста. Можно было еще сплести косичку и выложить по краю. Но я уже не буду сюда ничего ляпать, иначе будет слишком много теста. Смазывать яйцом мы не будем, потому что пирог постный. В стаканчик наливаю где-то треть водички. Туда кладу ложку сахара. Размешиваю это, и будет сироп для смазывания пирога. Пока я лепила все эти украшения, он у меня уже расстоялся, то есть тесто поднялось. Если вы не делали ничего такого, а просто сделали дно и крышечку, то обязательно нужно дать ему постоять минут 20-25, чтобы тесто хорошо поднялось и пирожок был пышным. И только потом уже смазывать и отправлять в духовку. Осталось смазать хорошенько каждый лепесточек, каждый листочек, каждый цветочек, чтобы все у нас было блестящим и румяным. Готово. Духовка давным-давно разогрелась. Отправляем туда пирожок. Температуру точно, к сожалению, сказать не могу. Моя духовка без термометра. Но, думаю, градусов где-то 180-200. И готовим до появления красивой румяной корочки. Яблочки готовятся быстро, поэтому нам, я думаю, хватит минут 20. Может быть, даже меньше. Пирожок сидел в духовке ровно 25 минут. Снимаем его аккуратненько с противня. Вот такой вот румяненький, но не блестящий. Поэтому мы его смазываем, пока он горячий, тем же сахарным сиропом. Вот пирожок заблестел, засверкал, как ему и положено. Но он еще очень горячий, дадим ему немножечко остыть, и только после этого будем пробовать. Пирожок остыл, стал мягенький, смотрите какой, как ватка. Можно резать и пробовать. Вот так выглядит пирожок в разрезе. Аромат стоит потрясающий. Яблочки, корица, орешки, да и аромат свежевыпеченного теста тоже очень-очень хорош. Ну что ж, попробовала я пирожок, и, к моему большому сожалению, я не могу передать вам всем, насколько он вкусен, ароматен, какой он мягкий, пышный, просто чудо. И ни за что не скажешь, что этот пирожок постный и приготовлен из минимума ингредиентов. Настолько он хорош. Но я думаю, вы обязательно соберетесь, приготовите тоже такой пирог, порадуйте себя и своих близких. А у меня на сегодня все. Будьте счастливы, здоровы, пусть будут здоровы и близкие ваши. И всем всего наилучшего. До новых встреч. Пока.